Проходить, пожалуйста. Ух ты. Ой, все такие обходительные. Здравствуйте, здравствуйте. Здесь можно оставить верхнюю одежду. Ага, раздеться, прекрасно. Ой, как у вас тепленько. На улице холодно, у вас так уютно, тепло. Ой, как красиво. Так, друзья мои, почувствуем себя сегодня императорами. Да, Саша? Императрицей и императором. Я поскромнее. Да, и у меня сегодня вообще удачный день. Я же сегодня еще сходила на спа, процедуры, те ресторан. Вообще прекрасно. Ого, Иван Грозный, морская ферма. Дорогие гости, можно начинать потихоньку? Да. Сегодня у нас будет с вами небольшое гастрономическое путешествие. Ух ты. И начнем мы его с так называемого аперитива. Это гастрономический аперитив. Служит он для того, чтобы вы разбудили свои вкусовые рецепторы и по достоинству смогли оценить нашу кухню. Это блюдо у нас запеченная репа. Внутри идет сыр страчателла, устричный соус и маринованная черноморская мидия. Огромная палитра вкусов. Когда вы кушаете, задевать все рецепторы. Они у вас просыпаются, чтобы вы могли почувствовать все вкусы, которые будут у нас сегодня с нами. Прошу, наслаждайтесь. Закуска на один укус. Спасибо большое. Это у меня инкерманчик. У меня светлое вино белое, потому что я буду рыбку, а у Саши красное вино сухое, потому что он будет мяско. Все. Инкермановское вино, это крымское у меня, шампанское. Сухое, как оно, брют. Всегда подаете, Всегда. да? Вот так как мы сейчас будем готовить блюда, они подаются у нас всегда. И начнем мы с такого блюда, как севиче из луфаря. Блюдо готовится из свежей рыбы. Черноморский хищник, это луфарь. Вот видите, у него структура, он такой плотный. То есть он никак термически еще пока не обработан. А он сырой? Это сырая пока, рыба? Да, свежая рыба. Метод быстрого маринада. Готовим мы его в тигровом молоке. Ага. А можно я туда к вам ближе Конечно, подойду, конечно. да? Вот у нас два блюда, Хорошо. поэтому я начну, смотрите. И второе у нас блюдо это тартар. Ой. Тартар мы будем готовить из говядины. Выдержка 21 день. Мясо выдерживается в камере сухого вызревания. Называется H-Dry. Также мы, позвольте, будем добавлять зелень, корнишон, каперс, анчоус, ялтинский лук. У вас аллергии ничего нет? Никаких Нет, лишних? мы отлично все у нас. Замечательно. И начнем готовить рыбу. А это рыба будет, да, у нас? Да, это будет рыба, это у нас мясо. Рыбу мы погружаем в маринад. Называется тигровое молоко. Почему тигровое? Потому что это классика перуанской кухни, и у них оно белого цвета. Но наш шеф с шефом Бальдеони Орландо, который подарил нам в 2018 году это блюдо, они ездили на рынок обычно и выбирали ингредиенты, чтобы севиче была классика, похожа на оригинальный вкус, но при этом было из локальных продуктов. Чтобы мы, придумав какое-то блюдо, потом его долго не искали, а поехали вместе что, чтобы этот продукт рос у нас. Все. И соус, почему молоко? Потому что он белый оригинальный. И почему тигровый? Потому что он агрессивный. И у перуанцев ассоциация это с этим зверем. Но, когда мы приготовили соус, эстетически он нам не сильно понравился, потому что он такой белый, мутный. Это Латинская Америка. Да. И наш шеф с Орландо добавили немного томатов, которые сильно на вкус не повлияли, но при этом сделали довольно-таки эстетичный цвет, который больше нам... И все, рыба наша должна здесь промариноваться буквально несколько минут, 2-3 минуты, а тем временем мы перейдем к блюду, которое называется тартар. И начнем. В общем, я вам хочу так сказать, если какой-то мужчина пригласит сюда девушку, это будет просто у нее, я не знаю, она очень удивится. Их вечер начался с очень приятных, интересных моментов. Но это вообще, это запоминается, вы что, это вообще незабываемый момент. Начинаем тартар. Добавляем корнишон, каперс и анчоус. Они будут отвечать за естественную соль в нашем тартаре. Каперс и анчоус? И корнишон, да. Несмотря на то, что анчоус это рыба, здесь его немного, но по вкусу она дополняет.
То есть здесь у нас так получается мы жжение мяса и рыбы. Буквально немного. Также добавляем ялтинский лук, который придаст сочности, и зелень, который придаст пряный и пикантный вкус. И пока замешиваем. Прекрасно. Если блюдо севиче, которое первое готовено, у нас появилось в 2018 году от повара-перуанца, то этот рецепт тартара появился в далеком 16 веке. То есть это первые упоминания были бифштекс по-татарски назывался, и это было упоминание времена Речи Посполитой, когда картограф Гийома де Паплан, он служил в Речи Посполитой наемником, и при этом он с ними находился, везде передвигался и рисовал карты. И он заметил такую вещь, что все наемники, тогда это очень много было татар, также были донские, казаки были. И он заметил, они берут кусок мяса, заворачивают его в сукно и прячут под седло. И передвигаются с одного места на другое. Мясо отбивается под весом, сукровица стекает, все мясо подвяливается. Плюс у них еще была особенность, что мясо пропитывается лошадиным потом. О, Да, и оно, скажем так, слегка подвяливалось и просаливалось. Потом они эти части срезали и употребляли в пищу. И вернемся к севиче. То есть наша рыба уже практически готова. Вы можете сейчас даже наблюдать. У нее уже поменялась структура мяса, она стала более пористой. ой, а более... вкусно пахнет Да. прям. И это означает, что наша рыба уже практически готова. И мы сейчас будем ее сервировать. Начнем с рыбы. Так, а рыба как называется? Луфарь. Луфарь, ага. Это черноморский хищник. Наш черноморский Да. луфарь. Одна из моих самых любимых рыб. Ну, сейчас её и мы еще попробуем. добавляем ялтинский лук. Ялтинский лук предварительно нарезан на слайсы и замочен в ледяной воде. Почему ледяной? Он оставляет свой хруст лука, но при этом у него пропадает вообще всякая горечь, которая может быть присутствовать небольшая. Также добавляем перьевой лук зеленый. Все эти ингредиенты были подобраны поваром-перуанцем с нашим шефом, чтобы он по максимуму был приближен по вкусовым характеристикам к оригинальному перуанскому блюду. Следующее это у нас идет свежая кинза. Да. Все? А вы что, шеф-повар? Вы Нет, я шеф-повар? официант. Официант? Вы просто так готовите? Мы Да, думали, что... этим занимаемся мы. Уровень, представляешь, какой? Да. И теперь для того, чтобы кто хочет сделать его еще более острее и пикантно, мы добавим немножко перца чили. М. Так, рыбу буду кушать я, поэтому я уже знаю, что это перчик чили, да? Да. И завершим приготовление. Это добавим масло. Масло готовится из кинзы. Масло из Из кинзы, кинзы. да, зеленое масло. Здесь уже что получается немного молекулярной кухни. Добавляем. И у нас получается в нашем блюде 3 текстуры кинзы. Она в свежем виде, она молотая добавляется в соус. И третий вариант, она в виде масла. Наше блюдо готово. Сейчас будем подавать вместе с тартаром. Чудесно. Да. Тартар мы посолили, поперчили. Теперь мы будем добавлять, скажите, пожалуйста, добавлять будем острый соус кимчи. Сориентируйте меня, пожалуйста, по степени остроты. Сильный, средний, слабый? Тебе средний, наверное, Средний. да? Средний? Если Чуть-чуть выше среднего, вот так вот. Да, ну на блюде, если что, будет дополнительный соус, да, вдруг вы захотите сделать, но... Вернемся во времена Речи Посполитой. И попав ко дворцу, Гийома де Паплан рассказал это французским кулинарам, на что они удивились, что у кочевного народа, и немножко его переиграли, потому что негоже королю, на тот момент это был Людовик XIV, негоже королю подавать мясо, на котором сидели воины, а также пропиталось потом. Они заменили некоторые ингредиенты, но сам состав
остался приблизительно похож. И когда спросили, что это за блюдо, он сказал, что это называется бифштекс по-татарски. Татар. Но, как всем нам известно, у французов буква «Р» очень своеобразная. И, скорее всего, просто с годами появилось блюдо такое, как тартар. А вообще бифштекс по-татарски, да? Да, это, скажем так, прародитель этого блюда, это бифштекс по-татарски. Я сейчас только буду момент, вы чуть-чуть отойдете назад, потому что будет немножко огненного. Добавляю соус. Кимчи, если захотите сделать его еще более пикантным. Это остренькое, да? Да, это остро. И хитрость, фишка нашего тартара, это мраморное сало. Помимо всех остальных ингредиентов, мраморное сало. Вот такая вот Что крошка. это такое? Сейчас расскажу. Это вот. То есть, когда мы получаем рибай, стейк рибай, мы Стейк получаем рибай. целым округом. Да. И лишнее сало обваливаем, подготавливаем его. И это сало мы переплавляем в большом чане и замораживаем. Перед подачей тартара натирается на терку. Оно с чесночком? Нет, это сало. Сейчас расскажу для чего. Вот, оно у нас вот в таком варианте мы посыпаем тартар. Так, это сало замороженное, да? С рибая, со стейка рибая. Да. Мраморное сало мы его называем, да. Здесь у нас будет... Что? Да. Для сочности. Да. Жирочек. Не только для сочности. И еще. Сейчас буквально. Любое мясо вкуснее когда в нем есть аромат угля, костра, легкий аромат дымка. И сейчас при помощи этого сала мы добавим. Сейчас мы это сало растопим. И расставим. Пока сало никакой вкусовой нагрузки не несет. То есть оно пока просто будет хрустеть на зубах. Теперь мы его сейчас расплавим. Да. Появляется аромат костра. То, что Да. является Это естественным... спирт, да? Это сухой Нет, спирт или нет, что это? это коксовый уголь. А, коксовый уголь, Да, специальный, как, наверное. Это как на кальяна раскурится. Ага. Он растопил сало проникло в тартар, сделав его сочнее, и я думаю, вы уже начали улавливать Да, это запах легкий такой аромат. классный. Прошу, присаживайтесь. Я поставлю на стол, чтобы и то блюдо попробовать. Да. Чудесно. Ой, вкусно пахнет уже. Начнем. Севиче из черноморского уфаря. В общем, молекулярная кухня, да, практически? Здесь есть фрагменты. И второе блюдо. Как раз тартар. Вот этот бокал этого вина. Шикарно. Прошу. И тартар с мраморным салом. С сочетанием соуса кимчи, солодовый хлеб готовим сами с добавлением грецкого ореха и чернослива. Хлебушек, да? Да. С грецким орехом хлеб, да? Да, и чернослива. И чернослив. Перед тем, как будете кушать, чуть-чуть продавите, чтобы сало проникло полностью. Да? Понял. Хорошо, осталось мне лишь пожелать вам приятного аппетита, наслаждайтесь. Ой, спасибо большое да, вам. молодец. Так, друзья, пробуем. Пробуем рыбу. Рыбу, да, пробуем? Сырую, которую при мне промариновали. При мне промариновали ее. Уфария, как он? Уфарь? Боже, это вкуснятина. На что похоже? Я не могу тебе передать даже. В общем, это надо пробовать. Так, это вода? Нет, вода не подходит, надо вино. Друзья, за Ялту, за Крым. За Сашуня, ресторан. давай. Какой ресторан классный? Ресторан обалденный просто. Знаете, что мой Саша сказал? Говорит, если бы я познакомился с девушкой, я бы ее только сюда повел. Честно, да, Только Саша? сюда, да. Скажи. Только бы сюда повел. Ребята, так поставила просто, чтобы чуть-чуть с вами пообщаться. Ну, уже поздно, женаты уже я. Уже поздно, да? Ну что, Сашуня, я знала, куда тебя повезти. Видишь, люди не зря говорили. Мне сразу сказали местные. Говорят, если вы будете в Ялте, вы просто обязаны посетить этот ресторан. Я что, Он так- уникальный. Так соскучилась за Он мужем? уникальный, понимаешь?
Я соскучилась так за мужем, что я решила тебя удивить. Ну что, пиццерии, каждый день пиццерии уже никого не удивишь, понимаешь? А хочется такое место, чтобы запомнилось. Жень, знаешь, что еще впечатляет? Все Что? нравится. Все вкусно. Все вообще вкусно. Вино я в восторге. Вино в восторге, мясо какое вкусное. Я такое мясо никогда не ела. Ты ел когда-то? Я растягиваю удовольствие. Ну ты ел вообще когда-то Нет, такое? Я конечно. такое не ела никогда. Луфарь. Я вообще первый раз попробовала луфарь, ребята. Первый раз попробовала. Так, ну давай, Сашунька. Боже, какой сегодня потрясающий день. Какой потрясающий день. Я после спа-процедур в такой ресторан с корабля на бал, слушай. Сашенька, спасибо, что ты у меня есть, С зайчик. тобой не соскучишься. Спасибо, что ты у меня есть. Следующим блюдом у нас для вас шардоне локоть Чимбали. Выдержка в дубе до 1 года. Тоже сухое. Все сухое. Для вас это завод Вейла, тоже Севастополь. Также наше винское вино. Мне тоже Нуар резерв, тоже выдержка до 1 года. Теперь я вам представлю салат банальный, да более всем знакомым, но в очень интересном исполнении, необычном и необычном приготовлении. Для вас авторская керченская сельдь под шубой. Подается она в открытом варианте. В чем же отличие? Все корнеплоды запекаются в соляном саркофаге, то есть они не отварные, они запеченные. Сельдь керченская. Готовится она провесным методом. Выдержка 21 день. Сами маринуем, сами ее удерживаем. И 3 соуса. Белый соус это луковый майонез. Второй соус это домашний майонез с добавлением свекольного сока. И третий это элемент молекулярной кухни, это гелеобразный желток. Так, это где? Покажите. Желтый, Какой из это- этого? Желтенький? Да, это гелеобразный желток. Розовый это майонез с добавлением свекольного сока, а белый это домашний майонез луковый. Прекрасно. Яйцо пашот тоже маринованное в свекольном соке. И сель с ялтинским луком. Шеф рекомендует поначалу попробовать по отдельности ингредиенты и уже, если захотите, потом можно замешать. Ой, как интересно. Сашуня, такой шубы мы еще не ели. Это да. За это ручаюсь такой. Такого Это у мы нас, точно скажем еще так, не рыбный ели. сет и второй салат. Это у нас входит в состав мясного сета. Баклажан в паназиатском стиле. Баклажан обжаренный во фритюре, в сладком соусе. Микс салата, сыр фета, вяленые томаты, сювегированная свекла и сверху пикантная медово-горчичная заправка. Боже, такие блюда носят красивые. Так классно, очень мне нравится. Они тут проносят, там разные залы, там люди сидят, они такие красивые им блюда носят. Тоже классно. Андрей такой официант потрясающий, правда? Такой вообще внимательный Маша, профессионал. профессионал, да. Сказал, это классический ресторан, как раньше, вот для того, чтобы люди отдыхали. Вот раньше был ресторан, это место отдыха. То есть они старались воссоздать, как раньше. Помнишь, вот как раньше человек приходил в ресторан отдыхать, не просто там напиться, Или наесться. поплясать или наесться, а вот именно для отдыха, для души. Аттракция вот есть. Да, да, да. По поводу керченской сельди, Очень вкусно. знаете откуда рецепт? Часть рецепта, как готовилась сама сельдь с Черноморска. Наш шеф с управляющим ездили туда. Они нашли, это было несколько лет назад, они нашли рыбаков. Это поселок Черноморск? Да. Тех старых, там мужчинам уже там к 70 было. Вот это. И они Поселок поинтересовались- Черноморская, с так поселка это ж я Черноморск. оттуда, мы Да. оттуда. Да. И вот там они поспрашивали, ходили и рассказали вот этот именно метод приготовления провесной сельди. Такая вкусная. А у нас же есть черноморская селедка, она Да. такая плотная и маленькая. Да, вот это Именно из нее. наша, Но именно сам карпенкутская. процесс приготовления ее, как она подвешивается и Технология. придавливается. Да, технология. Это как раз вот взято с поселка Черноморска, скажем так, со старожилов. Вот так вот. нашего А там же Крымского рыбаки полуострова. такие, что Вот, ого-го. вот, Вы их, что? вот как раз их и разыскивали. А у меня же дед рыбаком 40 лет был. Да. Саша ж родился в Черноморске. Там же рыбаки такие, что Такой они... селедки как- давно не ел, вкусно, классно вообще. Да, Очень миленько. Спасибо, нам очень приятно. Вкусные очень. Кстати, царская кухня. Вы что, не поняли? Это царская кухня, ребята. Царская. Саша, ну ты не будешь вот этот баклажан запеченный? Не, Он ешь. сладкий, Я- обалденный. Я доем селедку, мне понравилось. Он сказал, он вымоченный в чем? В крахмале. Да?
вымочен в крахмале и пожарен в кляре и полит соусом кисло-сладким. Это обалденно. Боже, это вкуснятина. А вино... Но перепелиное яйцо пашот я не ела еще никогда. Все это будет первый раз. Первый раз. В общем, как вот нам сказал этот Андрей официант, я говорю, вы что, делаете такое всем клиентам? Он говорит, у нас ресторан позиционируется еще с акцией. То есть не только вы вот приходите покушать, вы приходите сюда и вы получаете эмоции незабываемые. Когда для тебя вот это все готовят. Ну, это класс. Очень приятно. Это очень приятно. Такое внимание. Ты как бы ты приходишь, тебе уделяют столько времени. Ты не просто покушаешь, уже пиццу заказал и кушаешь. Здесь ты действительно вот чувствуешь себя императрицей. Вот царская кухня, одним словом. Чувствую себя как дома, да? И вот в то же время ты чувствуешь вот это внимание, и оно не напрягает. Вот оно не напрягает, я почему 10 раз еще спросила, а вы всем так, Он, да мы всем так. Ну, как бы, он нам дал понять, что это так, вот заведение такое позиционируется, вот такая у них подача, понимаете? А ты думал, ты Черноморская только тебе так? Да, я думала, только мне. У них всем, понимаете? И так сразу расслабляешься и понимаешь, как хорошо. Вот просто посидеть, отдохнуть. Очень приятный свет. Свет домашний, желтый, но на видео он, наверное, немножко... У них вообще в Ялте вот все так. Как на набережной, когда ты идешь, тебе Уютно, приятно. уютно. Да, а на видео не получается, так и здесь. На видео, может быть, как-то смотрится, но вообще очень приятно. Такая атмосфера. Не хочется уходить, как дома. Помнишь, как это, как тетка тогда, как видео? Когда она, я не хочу уезжать с Крыма, тут так душевно, Да, так душевно, да, да, вот это вот видео, которое все облетело. Она же даже плакала. Да, и плачет, едет. Я не хочу с Крыма уезжать, тут так душевно, так по-домашнему. Приглашай ее, пусть приезжает. Я приглашаю вот эту женщину тоже в этот ресторан. Здесь так душевно, все по-домашнему. Отлично. Чудесно, да, все вкусно. Где-то минут 15 и будут следующие закуски. Отлично. И вино, кстати, тоже хорошее. Спасибо. Ну, это наши сомелье подбирали именно пары, гастропару, как отдельно каждому блюду. Вообще класс. Я потом вам больше расскажу. У нас все блюда и все вот такие вот какие-то мероприятия прорабатываются месяца до полугода. Ого. Да. Ну, об этом более подробнее расскажу уже на Еще вы профессионалы. У вас даже сомелье есть. Ты представляешь, Маша? А сомелье у нас не только вино, так как я думаю, вы поняли название доктор виски. Но По-виски. у нас основное направление это виски. Виски, да. Об этом я чуть-чуть позже. Так такие спойлера, чтобы было еще В интереснее. общем, для любителей виски и вина, пожалуйста, приходите. Так, нам что-то еще подают интересно. К рыбному сету. Сейчас мы переходим к горячим закускам и подаем черноморскую рапану. И вы молодцы. То есть здесь у нас рапана, приготовленная в виде голубца, небольшой голубец, завернутый в лист айсберг, приготовленный на пару. Сочетаем с соусом на основе сыра дорблю и сливок, подкопченая икра горбуши и несколько видов ароматического масла. Прошу. Вторая закуска. Это у нас язык барашка. Сочетаем его с двумя видами сыра козьего, а также варенье инжир и соус демигляс на основе вот как раз таки инжирового варенья. Прошу, наслаждайтесь. С инжировым вареньем? Да. Савиньон Блан Альмавили. Так, Савиньон Блан. Да, Савиньон Блан Альмавили. Для вас Каберне Савиньон Блан. Так, первый ресторан, в котором я вижу сомелье. Отлично. Все. Я в восторге. Молодцы. Маша, я в восторге. Я думаю, мы в восторге. Спасибо вам большое. Спасибо. Аромат. Это наше крымское вино. Да, Лучшее в мире. да, лучше. Ну так и сказал вот парень, он говорит сомелье, что наше вино, оно, честно говоря, одно из лучших вин вообще. Классно. Ой, Сашунька, все такое интересное. Честно, я уже наелась. Я уже сытая. Как это все съесть, я не знаю.
Какие блюда интересные, потрясающие, молодцы. Так, Саша, рапан. Ешь рапан с икрой. Не, рапан тебе, я буду язычок. Язык с инжиром. Барашка. Язык барашка с инжиром. Отличие в чем? Здесь мы используем тыкву, у них используется батат. Но попробовав нашу тыкву, Вальдовали сказал, не надо, у вас достойный свой овощи. Да. И еще мы немного добавили томатов, соус, кипрового молока. Потому что все-таки эстетические. И вот такой более томатный. Так, всегда пошел. И тем временем, пока я мариную эту рыбу, Да, я начал замешивать. На кондитер перемешал все ингредиенты. Все, хорошо, хорошо. Нас уже ругают, говорят, кушайте пока теплое. Голубчик надо кушать. Да, все, Давай, кушаем, Маша, кушаем. ешь. Потому что мне хочется все поснимать, понимаете, вам показать. Нас уже ругают, что мы не наслаждаемся ужином. Нам говорят, наслаждайтесь Я ужином. наслаждаюсь, язык бомба. Ой, какой вкусный этот рапан. Это голубец называется. А, голубец из рапана. У нас место, где выращивают лозу именно для ужина. Занимаются. Да, занимается. В России всего 2 питомника. Это в Крыму это Альмаверия. И в Краснодарском крае. Краснодарский край это Фанагория. 2 питомника на всю Россию. 2 питомника на всю Россию. Да, занимающиеся лозой. Вот так вот. надо немножко освежить вкусовые рецепторы, чтобы мы перешли к горячим блюдам, которые по вкусам они легче, мягче, нежнее. И чтобы вкусы не перебивали, мы сейчас, у нас будет антреме. В переводе с французского означает между блюдами. Я приготовлю сорбет. Сорбет будет у нас с таким интересным очень вкусом клюква-апельсин. То есть мы делаем пюре из клюквы. Это для десерта, да? или что? Это будет замороженный сок, но он не сладкий. Да, то есть здесь у нас клюква. Добавляем немного апельсинового свежевыжатого сока и апельсиновой цедры. Апельсиновый сок служит для того, чтобы клюква сама горькая, чтобы вот эта горечь не передавалась, сладость апельсина оттягивает. И добавим, да, и добавим немного волшебства от ресторана «Доктор Виски». О, Чародей. Не, пока только учусь. шикарно. Смотри, как красиво. Да, и И сейчас вот это само блюдо шикарное. Да. блюдо это называется квейк, блюдо победителей. Блюдо в чаше, да. У ирландцев, у шотландцев, у кельтов. У кельтов, да? Блюдо-победитель? Да, квейк, блюдо победителей. То есть как куб, раньше где-то кто-то в кубках пил. Уже даже вижу потертости. Вот, Да. Ну, скорее всего, это ближе туда к кельтам. Почему? Потому что олень все-таки это у них там. Да, да, да. Вот смотрите, будет на выходе получится сорбет с приятной такой ягодной кислинкой и легкой горечью на послевкусие от клюквы. Но хотя я думал, вам будет знаком этот вкус. Может, помните, раньше было... по тебе пятерка была. Причем одно время, да. Потом, когда поменяли учителя, у меня пропало желание химии, да. И этот вкус будет до боли вам знаком. Ну, как мороженое. Прикольно. Мы уже сытые, а нам сейчас только горячее начнут подавать. У вас это запеченный палтус, Как мусс из вкусно сыра пахнет. пармезан и бланшированный шпинат. Сверху для хруста это сено из лука-порей. Для вас утка с темным соусом квас и шариком мороженое из белых грибов. То есть берете кусочек мороженого на горячую утку, оно тает и получается грибной соус. Прошу, наслаждайтесь. Спасибо, какая прелесть. Утки, свежемолотый перец Чуть-чуть можно, да. для рыбы. Давайте. Чуть-чуть, ага. А с Африки, что ли? Красиво. Вкуснятина. Так, Машунь, что это у тебя? Это палтус. Палтус.
Выглядит аппетитно. Обалденно. Вкусненько, да? Очень вкусно. Сено из лука я еще не ела никогда. У них такие соусы потрясающие, вкусные. А рыба жирненькая, да? Ну, палтус, она такая нежно-жирненькая такая. Видишь, какая корочка? Покажи поближе. Вот эта корочка такая. И Да. вот кусочек палтуса. Его берешь вот так вот в этот соус. Вот в соус его и чуть-чуть вот этой зелени. Да, 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 да. И вот это все вместе, такой вкус, это просто... Аппетитно выглядит. Вот это сено, это жареный лучок. Балдеж, да? Это вообще... Я, честно говоря, уже такая сытая, я уже просто наелась. Ты через силу, да, уже шпаришь? Да, но она вкусная, я не могу Оторваться. оторваться. Ну, я еще доем, не переживай. Тебе придется доедать, Саша. А У у тебя Шурик- уточка. У Шурика уточка. Красота. Хорошо. Шардоне. Ой, Новый красота. резерв. Как наш сомелье. Сухое, да? Я себя жил, я бы все-таки заходил сюда. Да, Если бы я в Ялте жил. конечно. Классно. Аж вот настроение поднимается. Сашенька, бери. Левой рукой. Да. Давай. За все хорошее. Шикарно. Какие вина классные. Крымское вино, это, конечно, Может, такой букет. да. Теперь будет крепленное вино. Портфель красный левадий. У вас будет белая солнечная долина крепленная, сладкая. А у вас портвейн, да. Портвейн? Да. Градус повышать можно, да, Андрей? Да, Андрей, я уже Андрей. Я это могу убирать, правильно? Да, да. Спасибо большое. Так, ну, коллеги готовят. А я хочу поближе. Это же нам, да? Можно поближе подойти. Там оценка главная. Да. Первый десерт у нас. У вас тоже так будет? Конечно. Смотри, волосы нет. Я просто смотрю, ребятам делают. Запеченный ананас. Шикарно. У нас же будет десерт, который любила Екатерина. Да. Сейчас единственное, что чуть-чуть назад. Можно? Отойти, да, чтобы не брызнуло? Да, да. Смотрите, это ананас. Запечен предварительно в собственном соку. С ромом и палочкой ванили. И теперь мы его погружаем. С ромом он? Да, карамель. Ром, И ваниль. начинаем карамелизировать. Доминиканский. Вот такой ром, да. Вот. И во времена Екатерины ананас набрал популярность. Но за счет того, что у нас немножко другой климат, он не набирал сахара, и его воспринимали как овощ. Да, да. Но для Екатерины его готовили непосредственно с медом и запекали, поэтому был как десерт. А сейчас я добавлю доминиканский ром. Рома не жалеет. И сейчас Тут все Уже доминиканский. надо чуть-чуть. Чуть-чуть в сторону. Можно? Прическу береги. Доминиканский ром. Пошел в Добавляем ход. доминиканский ром. Ром жалко, выпаривается. Ух! Да, сейчас мы ром выпарим, но пряные ноты его останутся в нашем десерте, в нашей карамели.
но ром правильно использовал? Сашке жаба давит за ром. Он здесь как раз. Да. И все, и начинаем подавать ананас. Цитрусовая пудра. А, цитрусовая пудра. Да. Также добавляем кубики ананаса. Если почувствуешь Екатерина. Да. Да. Вот тот самое мороженое из шампанского. Вот. Мороженое готовим Как на это? основе шампанского. Мороженое из Да, шампанского? да. Также алкоголь выпариваем шампанское. К этому мороженому мы добавим немного черной икры. Это такое будет сочетание. Черная икра. Да, черная сетровая икра, сочетание сладкого мороженого с соленой икрой. И второе здесь сочетание это горячий ананас с холодным мороженым. То есть такая будет играть текстура. И добавим немного съедобных цветов. Специальные кондитерские съедобные Так цветы. интересно, молодцы. И все это мы подчеркнем карамелью. Зачем нам когда Турция? Глянь, в Крыму какая красота. Вообще. Да, Андрюха? Да. Какая прелесть. Можно, конечно, пересмотреть программу. Груши не было, ананасов нет. А вот это было где-то в другом. Где-то там было. Сашунька. Сейчас будем кушать десерт Екатерины. Да, и второй десерт у нас. Давайте я сделаю так, чтобы оба десерта попробуйте. Поставлю его в стол. Раз. Еще и с крепленными винами, да? Забивается это крепленым. Будет. Это был наш десерт. Это будет карамелизированная груша. Ага. Это, скажем так, рецепт приготовления фруктов. Использовали во Франции. В основном это был 18-19 век. Это груша. Да, Да. это груша. Груша Значит, маринуется. Франция, 18-19 век Франции. Началось, да, а потом это переняли, было в Российской империи. Почему? Потому что большинство кулинаров в Российской империи при царе и при Екатерине, они были французы. В Да. основном отбирали. И детей их них учили, понятно. Это метод приготовления фруктов на зиму. Почему на зиму? То есть они их как мариновали в крепком алкоголе и оставляли. То есть и зимой можно было кушать спокойно наши... В крепком алкоголе. В крепком алкоголе. Так это хороший рецепт. Да, и они вот таким способом... они вот Русским могут тоже подходит, да? кушать свежие фрукты. И начнем. Так, карамельная корочка будет, да? И также мы будем ее сочетать. Здесь у нас сливочный соус, соус манго и сливочная Вот пицца. это желтенький, это соус манго. Ух ты. Белый это молочный соус и легкие сегменты безе. Подается он на крамбле из солодового хлеба с добавлением зиры, гренадина. То есть такой, да, по-другому это называется земля из солодового Сашуня. хлеба. Наслаждайтесь. Тебе приятно. груша, мне ананас. Тебе груша? Не, Или- мне. А мне груша, да? Да. Спасибо, Андрей, огромное. Спасибо. Отлично. Так, давай. Чудесно. Да, прелесть. Так, ну что, переходим к тяжелой артиллерии. Тоже пахнет хорошо. Боже, сладенький, вкусненький. Десертное вино, да? Вкусно, кстати. Я не знаю, что за портвейн, но у меня безумно А, вкусно. у меня классно. Да. Прям такой ароматный вообще. Так. Вот эти цветочки, они съедобные? Он сказал, да, кондитерские, кушай. Да. Попробуй с таким привкусом. Маша. Екатерина любила, да? Да, Екатерина. Десерт Екатерины. А я, видишь, как граф Потемкин. Ага. Граф еще тот.
Губа не дура была у меня. Вкусно, да? Санек худец. Мороженое из шампанского, Саша. Сашунь. Обалденно. Первый раз он тоже с газами. Нет. Ну газы чуть чувствуются. А, да. Но... И икра. Ты знаешь, что это черная икра? Осетровая. Черная осетровая икра. Ты гуляешь, девушка. Обалденно. Потрясающе с молочком. Слушай, быстро время пролетело, да? Ну вот 3 часа. 3 часа пролетело. Мы 3 часа сидели, так хорошо. Не как бочонок. Наели. Толстый вообще. Ну вы же уже поняли, да, что Да, у конечно. меня подписчики есть. Да, Спасибо это, вам огромное за то, что вы нас так Очень сегодня приятно, вообще надеюсь, мы будем приняли. видеть много гостей. Смотрите, я вам немножко расскажу. Это сеты рыбный и мясной. Цена у мясного 1500, у рыбного 2000 за 5 блюд. Также винное сопровождение, которое вы сегодня тоже видели на столе. Вот один из них. Концепция этих гастросетов была придумана для того, чтобы познакомить всех гостей Крыма с нашим рестораном, а также с сервисом Крыма, что у нас тоже есть сервис, у нас есть великолепное обслуживание, и показать в том, что мы развиваемся. Мы развиваемся, пытаемся делать это не в одиночку, а со всей развивать гастрономию. И показать, что гастрономия это не так дорого, как сложился стереотип. В данный момент у нас здесь сет из 5 блюд мясных. Немножко другой выбор. Большинство есть, но там по другие порции. И мы хотим просто, что если нас вдруг смотрят там, представители ресторанного бизнеса, присоединяйтесь к нам. Мы хотим вывести гастрономию Крыма и вообще, в принципе, Российской Федерации на новый уровень, чтобы нам не пытались тыкать пальцами про Европу, что там хорошо, а у нас плохо. Мы тоже умеем готовить, мы тоже умеем подавать, и у нас есть профессионалы во всех сферах. Поэтому вот это была задумка, и мы хотим также Ялту и вообще даже крымский сервис поднимать на новый уровень. Мы начали, но в одиночку это тяжело. Это тяжело, и это намного длиннее будет длиннее дорога, чем если у нас будет 5, в следующем году будет 6, 7 ресторанов, 10. Я думаю, когда гости будут к нам приезжать все и говорить, вау, Да, тут как сервис. мы сегодня Да. случайно Я надеюсь, пришли. сегодня так и получилось. Мы обалдели, У нас, мы в да. восторге, даже не ожидали, какие вы доброжелательные. Обычно заходишь и говоришь, можно у вас поснимать? Мы просто на самом деле все здесь, можно так сказать, мы фанаты своего дела. Мы очень это Молодцы. любим. Поэтому Патриоты. и дальше, после ужина, после кофе, я вас позову на экскурсию Ой, по мы нашему с ресторану. удовольствием. Спасибо Спасибо. вам. Спасибо.